Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале LongSwim. Всем, кто смотрит это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. Ставьте лайки, нажимайте кнопку «Поделиться», пересылайте это видео всем своим друзьям и знакомым по электронной почте, по социальным мессенджерам. Тема сегодняшнего видео, когда не знаете, что делать, как поступать. Как правило, мы это видео рассматриваем сквозь тему колесо жизненного баланса LongSwim и используем теорию колеса жизненного баланса LongSwim для решения практических задач. Часто бывает так, что вы попадаете в ситуацию, когда вы не знаете, какой шаг предпринять, и вас это вводит в очень большой ступор. Для того, чтобы понять, как это происходит, давайте пройдемся по теории и еще раз пройдемся по состояниям. У человека бывает по теории колеса жизненного баланса LongSwim три основных состояния. 0,4 – это состояние, когда мы переполнены эмоциями, мы в этих эмоциях купаемся, и для нас основная миссия – побывать в больших эмоциях. После того, как мы в эмоциях уже накупались, или для нас они уже переполнили все свое свободное время, мы плавно переходим к состоянию 4-8, когда мы уже действуем, для нас эмоции уже не являются приоритетом, мы больше сосредоточены на том, что остается у нас в руках, какие-то активы, какие-то действия. Этим отличается состояние 4-8. То есть, если мы возьмем текущий возраст человека, в подростковом возрасте подростки предпочитают очень большое количество развлечений, для них это новые сферы, новые ощущения, но после того, как они получают первичное образование в специализированных учебных заведениях, в высших учебных заведениях, наступает карьерный рост, они переходят в состояние 4-8, когда они уже начинают реализовывать себя в профессиональной сфере. Поэтому у нас теория колеса жизненного баланса, она привязана и к возрасту человека, и к тем состояниям, которые доминируют у нас в каком-то отчетном периоде. Самое замечательное состояние, за что все борются, куда уходят бюджеты больших транснациональных компаний, это поиск способов, как намного дольше находиться в состоянии 8-10. Состояние 8-10 – это состояние творческого подъема, оно характеризуется наличием большого количества энергии. В этом состоянии мы легко решаем грандиозные задачи, мы легко решаем свои жизненные, рутинные задачи. И самое главное, чем интересно состояние 8-10 для бизнеса, для работы, мы к поиску выводов или решению творческих задач подходим с нестандартной со стороны интуиции, со стороны озарения, со стороны нашего дара предвидения. То есть каким-то немыслимым образом все складывается, все становится на свои места. И основная нить всех наших видео заключается в том, что если мы будем изучать себя, свои способности, свои наклонности, то, что нам нравится или не нравится, мы будем постепенно, шаг за шагом переходить к тому, что мы в состоянии 8-10 будем погружаться все чаще и чаще, и на первоначальном этапе это будет какой-то кратковременный результат, состояние 8-10 на один день, потом состояние 8-10 будет у нас длиться неделя, а у некоторых людей это будет длиться 8-10. А состояние 8-10 нужно нам для решения долгосрочных задач, трудновыполнимых задач, поэтому чем больше вы ставите себе грандиозных и амбициозных целей, тем больше вероятность того, что вы перейдете в состояние 8-10. И иногда нужно идти наоборот. Для того, чтобы вызвать у себя состояние 8-10, нужно перед собой ставить непреодолимые амбициозные задачи в каждой сфере. И таким образом вероятность того, что вы погрузитесь в состояние 8-10, она увеличивается в разы. Итак, возвращаемся к теме видео, когда не знаешь, что делать, как поступать. Первое, мы всегда говорим, если вы хотите проанализировать ситуацию, для анализа ситуации вы берете 2 дня. В первый день вы собираете факты, которыми вы владеете, факторами, которыми вы располагаете, факты, которые вас смущают, или факты, которые вас тревожат. На второй день вы пытаетесь сформировать план своих действий, и исходя из той цели, которую вы хотите достичь, вы уже понимаете свою точку А, точку старта, и вам нужно на второй день потратить немного времени, час, два, а то и 4, для того, чтобы вы сформировали параметры точку Б, в какое состояние вы хотите прийти, и как вы узнаете, что вы вышли из состояния, когда вы не знаете, что делать. Чаще всего состояние «не знаю, что делать» характеризуется 2 основными
моментами. Первое, вы не знаете, какой сделать первый шаг, и второй момент, вы не знаете, чего вы можете достичь вот в таком вот энергетическом состоянии. В состоянии 0,4 вы в это состояние, когда не знаете, что делать, будете попадать достаточно часто. Как минимум на неделю вы 1-2 дня будете попадать в это состояние. И в этом состоянии запускаются два главных механизма. Ваш внутренний критик, который вас очень сильно обесценивает, вы себя наказываете по максимальной амплитуде, даже за маленькие ошибки, даже за небольшие промахи. В состоянии 4-8 вы понимаете, существует какая-то норма и соотношение успешных дел и неуспешных дел. То есть если у вас есть 10 дел, то в состоянии 4-8, 3-4 неудачных дела – это норма, так бывает, это, так сказать, брак, который возможен, это брак или, скажем так, неуспешная работа возникла из-за того, что очень много неизвестных присутствует в вашей деятельности. Но это не что-то трагическое, это средняя норма по всем людям, средняя норма по всем профессионалам. Те, кто перфекционисты и любят из 10 выбивать 10, да, я уважаю ваши точки зрения и даже больше скажу, что я к этому стремлюсь, чтобы все было 10 из 10, но давайте для себя отдадим честный ответ. Первое, если вы стартуете из 6 задач успешных и хотите перейти к 10 из 10 успешных задач, для этого потребуется время, для этого требуется небольшое приложение усилий, и вокруг себя вам нужно видеть единомышленников, которые тоже так считают, что 10 из 10 задач – это тоже прекрасно. Что делать в таких ситуациях? Если вы чувствуете, что вы попадаете в состояние, не знаете, что делать, вам нужно чаще анализировать колесо своего жизненного баланса и понимать, в каких сферах у вас чаще всего бывает пробой. Я уже в предыдущих видео говорил, что если вы работаете над сферой яркость жизни, вы имеете неистощимый источник энергии, который вас пополняет, где вы воодушевляетесь, где вы понимаете, что это вас ведет к новым успехам. Если вы находитесь в состоянии 4-8 и попадаете в состояние, когда не знаете, что делать, чаще всего эти ошибки связаны с тем, что вы только вступаете в период, когда вы можете людям что-то делегировать, у вас еще не сформировалось мнение, какие из единомышленников являются надежными подрядчиками, какие из единомышленников идут в соответствии с планом. Этот период нужно тоже пройти. Для этого понадобится 1-2 года для того, чтобы вы больше опирались на более дорогих, но надежных подрядчиков. Это значит, что среди единомышленников вокруг вас остались те, которые будут или для которых вы будете приоритетом в жизни, которые вас не подведут ни при каких обстоятельствах. Если вы находитесь в состоянии 8-10, это значит, что у вас очень хорошо проработана сфера духовного роста и творчества, ваши идеи зажигают других людей, они являются очень амбициозными, их очень круто делать, и они реально воодушевляют. Тем, кто смотрел это видео, всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится, я в вас верю.